Привет, друзья! Сегодня в Германии происходят события, которые напрямую затрагивают и кошелек, и будущее страны. От неожиданных планов Volkswagen по отказу от легендарных моделей до миллиардных потерь Intel и резкого падения Crocs. Я разберу, почему билеты на поезда дорожают, что не так с электронными рецептами и сколько пенсионеров теперь платят налоги. А еще новые схемы телефонных мошенников и крупные перемены в мировой торговле. Если хотите быть в курсе главных новостей Германии и Европы, подписывайтесь, так вы ничего не пропустите. Итак, начну с новости, которая заставила многих задать вопрос, что будет дальше с пенсиями в стране. По последним данным, в прошлом году пенсионные выплаты в Германии получили, внимание, около 22,3 миллиона человек, на 167 тысяч больше, чем в предыдущем году, то есть рост составил 0,75%. Общая сумма выплат достигла 403 миллиарда евро, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Очень важный момент. 70% этих выплат оказались налогооблагаемыми, что составляет около 283 миллиарда евро. Это связано с постепенным переходом к системе, где налог взимается при выплате пенсии, а не с дохода во время трудовой деятельности. С 2015 года доля облагаемых пенсий выросла примерно на 15%. Но платить налог приходится не всем. В текущем году многие пенсионеры остаются ниже необлагаемого порога, если у них нет дополнительных доходов, поэтому часть выплат остается свободной от налогообложения. Последние достоверные данные о том, сколько именно пенсионеров действительно платит подоходный налог, относятся к 2021 году. Тогда 41% получателей пенсий были налогоплательщиками. Таких было около 8,9 миллиона человек. Таким образом, пенсионная система продолжает наращивать объемы выплат и постепенно увеличивает налоговую нагрузку на бюджет. При этом значительная часть выплат остается вне поля зрения налоговой системы, что создает неоднозначную картину финансового положения пенсионеров в стране. А дальше новость о мошенниках. За последние 3 месяца компания Vodafone предупредила около, внимания, 15 миллионов мобильных пользователей в Германии о возможных мошеннических звонках. В среднем ежедневно предупреждение, внимание, возможно мошенничество появлялось у 150 тысяч человек. А в самый активный день таких сигналов было свыше 650 тысяч. Система основана на базе регулярного обновляемой базы подозрительных номеров. Когда поступает звонок с одним из них, пользователь получает предупреждение на экран. Звонок можно принять, но он становится на виду, это помогает избежать обмана. Глава Vodafone Германии Марсель де Грут подчеркнул, что такие предупреждения помогают пользователям внимательно относиться к неизвестным звонкам и меньше попадать на удочку мошенников. Он добавил, что количество предупреждений лишь верхушка айсберга в масштабной проблеме телефонного мошенничества. Важно здесь понимать, система несовершенна. Поскольку мошенники часто меняют номера, не все опасные звонки могут быть распознаны и помечены для нас с вами. Поэтому высокая доля потенциальных угроз остается вне зоны автоматической защиты. Vodafone, я напомню, это одна из первых компаний в Германии, которая внедрила такой комплексный подход борьбы с телефонным мошенничеством. Другие операторы, например, тот же T-Mobile и O2, только пока разрабатывают аналогичные решения. Дальше новости транспорта Германии. Недавний опрос показал, 2/3 пассажиров Германии считают билеты Deutsche Bahn на дальние расстояния слишком дорогие. Молодежь в этой оценке еще строже. 80% молодых респондентов отметили, что предложение компании им попросту не по карману. Это мнение звучит даже громче, чем пожелания, новые поезда или лучшая частота рейсов. Увы, на деле происходит совершенно обратное. В первой половине года Deutsche Bahn снова зафиксировала убыток, я вам об этом рассказывал, около 760 миллионов евро, несмотря на меры по экономии внутри компании. И именно многие считают, что проблема лежит в стоимости проезда. Дорогие билеты отпугивают людей и не позволяя отрасли выйти из кризиса. Формируется тот тревожный круг, дорожают билеты, спрос соответственно снижается, доходы падают, убытки что возрастают, а пассажиры вместо новых поездов требуют не навороченных условий, а простую вещь – доступ к транспорту в разумном ценовом диапазоне. Но в Германии произошло то, чего мало кто предвидел.
Компания Intel официально отказалась от планов строительства мощнейшей фабрики по производству компьютерных чипов в Магдебурге. Этот проект оценивается в колоссальные 30 миллиардов евро и обещал создать около 3000 рабочих мест. Поддержку проекту уже одобрил бюджет, предполагалось субсидии в размере почти, помните, я вам рассказывал, 10 миллиардов евро. Изначально объект был отложен на 2 года, однако теперь стало ясно, он больше не будет реализован ни сейчас, ни позже. Причина называет стремление нового руководства Intel к сокращению расходов и фокус на прибыльные направления. Компания зафиксировала миллиардные убытки и уже планирует сокращение штата по всему абсолютно миру. Местные власти в Саксонии-Анхальт высказались осторожно. Потеря крупного инвестора болезненна, но они продолжат развивать зону как технопарк и искать новых резидентов. Ранее там уже проявил интерес консорциум производителей микросхем, однако масштабы этого проекта значительно меньше. Таким образом, отказ Intel стал заметным испытанием для представлений о технологической независимости, но сохраняются другие инициативы в Германии. В частности, предприятие TSMC приступает к строительству в Дрездене. Вчера я вам об этом говорил, а Infineon расширяет мощности в другом регионе. Но казалось бы, что новости уже не могут быть более неблагоприятными, однако появились и новые вызовы. Электронные рецепты упростили бы получение лекарств, но сейчас все абсолютно наоборот. Фармацевты по всей стране жалуются на регулярные сбои в самой системе. По их словам, она стала еще менее надежной, чем тот же Deutsche Bank. Тот, чей сбой уже просто раздражает людей, но при недоступности электронного рецепта могут пострадать пациенты. За последние 2 недели система прекращала работу или работала с серьезными затруднениями уже в 5 дней. И каждый раз застревало десятки тысяч пациентов. Стало ясно, текущая надежность системы такая же недопустима, как если бы поезд каждый день регулярно отменяли. Поэтому фармацевты настаивают, цифровизация здравоохранения необходима действительно, но без стабильных технических решений это шаг назад. При сбоях они хотели бы иметь больше возможностей обслуживать пациентов, например, временно возвращаться к бумажным рецептам и помогать людям, даже когда система отказывает. Я напомню, что система электронных рецептов введена для удобства, чтобы пациенты не бегали по врачам и аптекам за бумажными листочками. Но когда она не работает, именно пациенты страдают, сроки срываются, лекарства получить просто невозможно. Сейчас, по словам фармацевтов, есть только одна альтернатива. Система должна стать намного стабильнее. И это еще не все. Производитель знаменитых Saba, Crocs, столкнулся с резким спадом. За один день акции компании рухнули почти на 30%. Снижение оказалось самым сильным с 2011 года. Главная причина – это слабый прогноз по продажам на третий квартал и увеличение расходов из-за новых пошлин. Руководство компании ожидает, что в текущем квартале выручка упадет на 9-11%, несмотря на то, что во втором квартале доход примерно на 3-4% превысил прогнозы. Однако экономическая неопределенность, осторожное поведение потребителей и рост тарифов на импорт стал серьезной нагрузкой. По оценкам компании, пошлины могли обойтись ей в $40 миллионов во второй половине года, а в пересчете на весь год до 90 миллионов. SEO Crocs призывает к осторожному управлению расходами, сокращаются рекламные акции, контролируется закупка товаров, отменяются разные скидки. Отрицательная динамика на внутреннем рынке США тоже обостряется. Потребители все реже покупают то, что считают необязательным, а международные продажи, хоть и растут, не компенсируют потери. А дальше еще одна экономическая новость, которая станет важным итогом в понимании того, что сейчас происходит в Германии. Volkswagen готовится свернуть производство сразу 2 моделей. Во-первых, речь идет о престижном внедорожнике Touareg. Выпуск может завершиться уже в 2026 году. С момента выхода, я напомню, в 2022 году этот автомобиль стал символом амбиций компании в премиум-сегменте. Сейчас его место займет более простой и доступный Taycan с большей вместимостью и ориентированный на массовый спрос. Также под вопросом находится еще электрический купе-кроссовер ID.5. Эта модель выпущена была в 2021 году, не смогла повторить успех своего прародителя, назовем так, ID.4. В результате Volkswagen планирует прекратить выпуск ID.5 к 2027 году, чтобы сосредоточиться на более успешных и популярных моделях.
Эти изменения и означают отказ от прежней стратегии Volkswagen по продвижению в сегменте элиты, начатой еще в 1990-х годах с Touareg и роскошного седана Phaeton. Компания возвращается к базовой ориентации на автомобили массового спроса, более доступной, с высокой рентабельностью и большим объемом продаж. Для любителей премиум-сегмента остаются бренды того же концерна Audi и Porsche, которые продолжат обслуживать этот рынок, а Volkswagen укрепит позиции в сегменте универсальных. Tiguan, Taycan и электромобили ID.4 получат приоритет в развитии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.